Ступив за твой порог, я вдруг переношусь в дни Екатерины. Книгохранилище, кумиры и картины и стройные сады свидетельствуют мне, что благосклонствуешь ты музам в тишине. Эти строки написал Александр Сергеевич Пушкин об усадьбе Архангельская. Мы с вами находимся в усадьбе Архангельская. Первое упоминание об усадьбе состоялось в 1534 году. Правда, в то время она носила совсем другое название. Она называлась Уполоза, по-прежнему хозяину. Свое нынешнее название она приобрела, когда была построена церковь Михаила Архангела. Мы с вами находимся у главных ворот, которые ведут к центральному входу во дворец. А позади нас находится Императорская аллея, по которой мы приезжали экипажи во дворец. Так они въезжали, открывались эти главные ворота, очень тяжелые, и въезжали экипажи. А когда слуги завидовали карету, они кричали: «Приехали! Приехали!» Бежали встречать своих хозяев. Сегодня мы пойдем в гости к знаменитейшему роду России Юсуповым. Но для начала нам нужно познакомиться с хозяевами дома и узнать, как начиналась история, которая сделала Архангельское процветающим местом. Хозяин дома, князь Николай Борисович, принадлежал к одному из древнейших дворянских родов России, ведущему свое начало от Юсуфа, султана Ногайской Орды. Также князь в течение долгих лет был не только доверенным лицом императрицы Екатерины II, но и хорошим другом до последних дней. 6 октября 1810 года была составлена купчая на приобретение Архангельского Николаем Борисовичем Юсуповым, который перебрался жить из Петербурга в Москву. Говорят, что он был человеком доброжелательным, очень образованным и трудолюбивым. Он имел высший чин действительного тайного советника первого ранга и был награжден всеми орденами Российской империи. Князь скупал за границей скульптуры и картины лучших мастеров и привозил их в Эрмитаж, не забывая при этом о своем подмосковном имении Архангельское. Именно для того, чтобы сохранить частицу уходящей эпохи, князь и создал у себя в подмосковном имении мусеон. В Архангельском представлены работы итальянских и французских художников и воятелей. На протяжении нескольких десятков лет ансамбли французского художника были излюбленным украшением аристократических дворцов Европы. И в Большом доме находятся два салона Гюбера Робера, в котором представлены его работы. Они никого не оставляют равнодушными. Интересно, что в Архангельском помещения специально подготавливались для размещения картин этого художника. Сейчас в Архангельском проходит выставка, где представлены две парадные кареты и собрание экипажа князей Юсуповых. Одна из карет выполнена в 1720-х годах в Германии, другая принадлежала самой императрице Екатерине II. Во дворце хранятся произведения итальянского живописца Пьетро Ротари, бывшего в 50-х годах XVIII века одним из наиболее модных портретистов России. Пьетро Ротари написана целая серия грациозных женских головок. Последними хозяевами Архангельского стала правнучка Николая Борисовича Юсупова Зинаида Николаевна Юсупова и ее супруг граф Феликс Феликсович Сумароков-Эльстон. В это время Архангельская возродилась и вернула в себе прошлую славу, стала играть роль своеобразного культурного центра, который посещали многие деятели русской культуры. Вот и закончилось наше путешествие по первому этажу дворца. А в следующей части я продолжу свое путешествие по второму этажу. С вами была Чики Кэт. Путешествуйте вместе со мной. Всем пока-пока!